Нельзя применять синтетические витамины без предварительной диагностики врача и без анализов, так как чрезмерное употребление синтетических витаминов может активизировать не только полезные клетки, но и вредные, в том числе канцерогенные. Сейчас очень широко рассматриваемый вопрос про витамин D. И этот витамин у многих на слуху как простой, понятный витамин D, который можно употреблять тогда, когда захочешь, и прописывают сами себе люди и начинают принимать их месяцами. Вопрос про витамин D наиболее остро стоит в регионах с пониженной инсоляцией. Витамин D не следует употреблять в виде профилактики, так как это стероидный витамин, он очень сложный и имеет свои противопоказания. Активный прием витамина D не всегда означает, что вы нормализовываете его уровень в вашем организме. Есть несколько ошибок приема витамина D. Многие люди начинают употреблять витамин D, предварительно не сдав анализы на уровень этого витамина в своем организме. Это большая ошибка, потому что чрезмерное употребление этого витамина может навредить нашему здоровью. При передозировке витамина D он накапливается в нашем организме и начинает выделять токсины. От этого может быть симптомы тошноты, ломоты в теле, в мышцах, головокружения, слабости и так далее. Вторая ошибка – не знать именно какой витамин D принимать. В этом вопросе нужно понять, что витамин D бывает как холикальциферол, это неактивная форма витамина D, которые очень хорошо усваивается в нашем организме и практически невозможно сделать передозировку. И есть вторая форма витамина D – кальцитриол. Вот эту форму витамина D нужно и можно принимать только под контролем врача. Поэтому внимательно читайте этикетку витамина D, чтобы понимать именно какой витамин D вы принимаете. Ошибка номер 3 – это не учитывать факторы, которые влияют на усвоение витамина D. Первый – застой желчи. Витамин D – жирорастворимый витамин. Если есть застой желчи и желчь не участвует в пищеварении, тогда витамин D не усваивается, так как желчь является ферментом, который усваивает жиры. Второй фактор – хронические воспалительные процессы в кишечнике, которые нарушают всасываемость витамина D. Ожирение. Люди с ожирением плохо усваивают витамин D, так как витамин D депонирует в жировой ткани, и этим людям нужно принимать повышенные дозы витамина D. И последний фактор – это наследственный фактор, генетический, когда нет рецепторов, чувствительных к витамину D, и витамин D тоже в таких случаях плохо усваивается. Ошибка номер 4. Не учитывать время приема витамина D. Витамин D советуют принимать в утреннее время, за завтраком. Если вы будете витамин D принимать вечером, за ужином, витамин D может подавлять выработку мелатонина, и это будет влиять на ваш сон. Витамин D обладает возбуждающим действием. Ошибка номер 5. Принимать витамин D отдельно от приема пищи. Витамин D лучше всего принимать с пищей и лучше всего за завтраком. Так как это жирорастворимый витамин, он очень хорошо будет всасываться, усваиваться с жирами, которые мы едим за завтраком. Имейте в виду все эти ошибки при приеме витамина D, и как доктор я вам всем советую перед началом приема любых витаминов советуйтесь с доктором. Будьте здоровы!